Всем привет! Вы на канале Куратив Компьютерная графика. В этом видео немного покажу, как создавать текстуры и настройки экспорта. Начнем! Для начала создам проект. Выберу 2К разрешения. Модельку возьму из игры CSGO Desert Eagle. Давайте запечем текстуры. Подробно про запекание вы сможете посмотреть ролик у меня на канале. Здесь тоже выберу 2К. И в норму поставлю галочку, так как для этой модели нет high-poly. Оно будет печь само на себя. Удалим ненужный слой. Перейдем в смарт-материалы. И выберу этот смарт-материал металла. Перенесу в слои. Для смарт-материалов как раз нужны запеченные карты, которые мы сделали. Например, выберу этот материал и посмотрим на его настройки. Видим, он использует 4 запеченные карты. Выключу одну из них и видим, что материал немного изменился. Также и в следующем материале используются запеченные карты. Теперь перейду во вкладку «Материалы» и выберу материал дерева для рукоятки. Мне не нравится, как расположены полоски дерева. Давайте повернем материал. Для этого перейду в режим UV. И с помощью левой кнопки мыши поворачиваем. В этом материале вы сможете поменять цвет дерева. И как видим, обыкновенный материал не нужны запеченные карты. Теперь сделаем, чтобы материал был только на области рукоятки. Создам к нему черную маску. Начнем выделять область, где будет виден материал. Если вдруг вы не видите, где выделяете, можно включить маску. Тогда, где белый цвет, там и выдели. Уберу лишнее. Поставлю ползунок на 0. Выберу половину полигона и начну убирать. Вернемся в материал. Дополним текстуры пятнами крови. Создам Fill Layer. Добавлю к нему черную маску. И к черной маске Paint. Перейду во вкладку Alpha и найдем что-нибудь подходящее. Поменяю цвет, сделаю темно-красным. Увеличу кисть. Добавлю в этот альфа. Поверну кисточку.
Нарисую примерно так. Немного приподниму height, чтобы кровь казалась чуть объемнее. Если просто изменить roughness, получается не тот эффект, который хочется. Давайте лучше в roughness добавим grandness. Выберу этот и просто перетаскиваю на roughness. Хорошо получилось, будто сгустки. Также эти грандесы можно изменять. Теперь хочу добавить отпечатки пальцев. Найдем подходящие в альфа. Это будет большой палец на затворе. Поверну. Уменьшу размер, нарисую. Теперь добавлю остальные пальцы. Чуть увеличу кисть. Отлично, особенно хорошо смотрится с этим рафнесом. Закончили рисовать. Теперь перейдем ко второй части видео, это к настройкам экспорта текстур. Нажимаю на экспорт текстур. Что мы здесь видим? Первое – это путь сохранения текстур. Далее это конфиг текстур. Тут выбираем пресеты под разные движки, рендеры. Если вы захотите поменять конфиг, то стоит вначале его поменять в самом проекте, потому что экспорт будет с ошибками. Например, чтобы из Metal Roughness поменять на Specular, нужно перейти в настройки текстур и здесь убрать Base Color, Metal и Roughness. И добавить Diffusion, Specular и Glossiness. Потом зайти в настройки шейдера и выбрать тот шейдер, на который хотите поменять. У нас это PBR Specular. Далее нужно подогнать все текстуры заново. Следующая настройка – это формат экспорта. Здесь вы выбираете формат, который вам нужен. Далее битность. Видим, что их 3. Сейчас объясню, в чем их разница. Если смотреть на картинку, которую нашел на официальном сайте в Substance, здесь мы видим, что 8 бит без дизер нечетко, имеет резкие переходы. Но если выбрать с этой функции дизер, то видим, что она придает ему гладкость. Переходы в текстуры становятся более плавными. Далее паддинг. Он нужен для реал-тайм рендера. Например, если объект находится далеко от камеры и чтобы текстура не нагружала компьютер, то эта текстура сжимается, а при сжатии без паддинга могут быть дефекты. Более подробно вы сможете прочитать про паддинг на официальном сайте Substance. Ссылка в описании. Настройки пресетов. Здесь вы можете создавать свои пресеты, а также изменять уже существующие.
Делаем экспорт. Также посмотрите мои другие уроки по Substance Painter. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Всем спасибо и пока. Благодарю.